Мы уже много раз обсуждали высокомерие чиновников по отношению к людям. Самый простой пример. Когда вы в последний раз слышали, чтобы чиновник называл граждан гражданами? Я вот даже и вспомнить не могу. Мы для них население. Спасибо, что не поголовье. С другой стороны, удивительно, как спокойно граждане принимают это пренебрежение по отношению к себе. Насколько глубоко это пренебрежение, мы особенно отчетливо понимаем, когда видим цифры. Вчера «Медиазона» и «Медуза» опубликовали результаты совместного исследования о потерях российской армии в ходе полномасштабного вторжения. Изучив официальные данные Росстата и реестра наследственных дел, они получили такой результат. С начала войны и до конца мая этого года погибли 47 тысяч российских военных. Цифра шокирующая. Но российская власть и огромное число граждан как-то могут их и не замечать. Потери воспринимаются как должное. А что такого? Из-за кого возмущаться? Как будто людей в России так много, что прям девать некуда. Как будто если не будет этих, ну и ладно, будут другие. Как будто это и не люди вовсе. И как будто в граждан не вложены огромные ресурсы, как будто это не они держат на себе всю страну. Такое поведение, намеренно или в силу случайного совпадения, очень напоминает отношение знатных господ к черни в период феодализма. Это отношение позже обосновала теория мальтузианской ловушки. Этой теории уже больше 200 лет. Она объясняла, почему низшие классы в традиционных обществах живут в нищете, гибнут от голода и войн. И почему с этим ничего нельзя сделать. Мальтузианская теория почти неприменима к современному обществу, но поразительно хорошо ложится на наши российские реалии. Поэтому сегодня поговорим о цене человеческой жизни для нашего государства и почему эта цена так низка. Чтобы начать этот разговор, отмотаем лет так на 200 с лишним назад. Ну а перед тем, как начнем, небольшое объявление для наших спонсоров из Люксембурга. Да, я знаю, что такие есть. Я там послезавтра буду, возьму с собой вот эту книгу, поэтому мы проводим традиционный аукцион. Кто задонатит больше всех денег, получит книгу с автографом. А от $200 и выше вы получите просто книгу по почте, без автографа. Со всеми, кто задонатит такую сумму или больше, я постараюсь встретиться, но точно гарантирую встречу с тем, кто пришлет наибольшее пожертвование. Ну все, начинаем. 18 век. Время брожения новых идей. Экономист Адам Смит пишет свое «Богатство народов», в котором формулирует до сих пор актуальную классическую экономическую теорию. Только что случилась Великая Французская революция. В воздухе витают представления, что несправедливо, когда 98% людей живут в нищете. И не просто несправедливо. Считалось, что этого легко избежать, переустроив социальную структуру. И вот журналист и философ Уильям Годвин пишет книгу, в которой идеалистично, на современный взгляд, разбирает причины социальных пороков и бедности. Корень зла он видит в частной собственности. Она, мол, не только бедняков держит в угнетенном состоянии, но и богатых отвлекает от духовного развития. Значит, надо просто отменить частную собственность, и сразу все станет лучше. Годвину оппонирует английский пастор и экономист Томас Роберт Мальтус. Он пишет очерк, в котором трезво формулирует, почему отмена частной собственности не сработает. Почему концепция «отобрать у богатых и раздать бедным» изначально сказочная. В очерке описывается так называемая мальтузианская ловушка. Эта теория до сих пор имеет сторонников, поэтому остановимся на ней подробнее. В чем ее суть? В самом приблизительном виде это простая закономерность. Популяция людей растет быстрее, чем увеличивается материальная база для ее выживания. Ну, допустим, в изолированном сообществе живет 1000 человек. Им хватает земли и других ресурсов, чтобы прокормиться, и даже остается некоторый избыток. Земля, допустим, способна прокормить 1500 человек. Но уже через одно поколение сообщество может вырасти до 2000, или даже больше. И все, для людей наступят тяжелые времена. Да, 2000 людей, возможно, обработают больше земли и немного увеличат урожай. Но за собственной способностью к размножению им все равно не угнаться. Начнется голод. Из-за недостатка пищи обязательно возникнут конфликты. И если люди еще и живут кучно, будут распространяться инфекции. В итоге в течение нескольких лет численность резко снизится. Скажем, обратно до 1000. И все пойдет по новой. А если людей станет слишком много? Они все съедят, не успеют вырастить новый урожай.
Все передерутся, перезаражают друг друга, и все. Будет сценарий апокалипсиса, где главный герой путешествует по опустевшему миру. Согласно Мальтусу, невозможно надолго обеспечить благосостояние народа простыми решениями. Отмена частной собственности в этой схеме бессмысленна и вредна. Не решит проблемы и расхваленное Адамом Смитом разделение труда. В долгосрочной перспективе не помогут ни благотворительность, ни медицина для бедных. Добрый государь снизит налоги, тогда народ родит еще больше детей, его численность вырастет, а богатство сократится. Мудрые правители прекратят войны, люди перестанут гибнуть, их станет больше, а достатка у них будет меньше. Еще и чума начнется. Медицина поможет детям, роженицам и больным? Продлит жизнь старикам? Да народ вообще тогда впадет в нищету, потому что будет этих стариков обеспечивать. Мальтус стал очень популярен в консервативной среде. Некоторые его последователи, гораздо более радикальные, чем он сам, стали предлагать самые изуверские решения мальтузианского вопроса. От гуманного убийства младенцев из рабочих семей до кастрации юношей-бедняков. Но суть теории была вовсе не в этом. Мальтус просто отследил закономерность, которая тогда была, описал ее и логически вывел следствие. По его теории, ничто так не поднимает благосостояние бедных слоев общества, как эпидемии, войны и голод. Чем меньше людей, тем меньше конкуренции, ниже безработица, больше ресурсов приходится на одного человека, а следовательно и больше денег. Вот такая вот знакомая немного риторика, если вы вдруг иногда смотрите российский телевизор. Однако в XIX веке прогнозы Мальтуса не оправдались. Если посмотреть на график экономического роста европейских стран, мы увидим кое-что удивительное. Ровно до тех времен, когда Мальтус написал свою книгу, работал закон мальтузианской ловушки. На графике видны колебания доходов населения вокруг одного и того же уровня. Любое достижение технического прогресса, которое позволяет подрасти доходам, вскоре нивелируется ростом населения. Но с 1800 года кривая внезапно перестала колебаться вокруг одного уровня и рванула вверх. И с тех пор больше не останавливалась. Произошла индустриальная революция. Население, конечно, тоже росло, но за экономическим ростом уже не успевало. При этом численность населения увеличивалась так интенсивно, как никогда за всю историю. Детей рождалось больше, потому что граждане могли себе позволить больше детей. А детская смертность снизилась. Выросла продолжительность жизни, потому что люди могли себе позволить и нормальное питание, и гигиену, и медицину. Так в Европе случился первый демографический переход. Все, кто был способен осознать момент, ждали, что же из этого выйдет. Или постоянный рост доходов закончится и тем остановит рост населения, или население увеличится до такой степени, что перестанет помещаться на планете. Но вышло по-другому. О том, что вышло, поговорим после рекламы. Если вы покинули Россию, то наверняка у вас возникал вопрос, как получить доступ к приложению банка и к госуслугам, налоговой, сайту Мосэнергосбыта, как оплатить счета за оставленную на родине квартиру. Для этого вам нужен хороший VPN-сервис с сервером в России, такой как PaperVPN. Его создала команда петербургского медиа «Бумага» после масштабной блокировки независимых СМИ на территории России. Серверы PaperVPN есть не только в нашей стране, но и по всему миру. Если вы решили не уезжать, то PaperVPN станет для вас ключом к закрывающемуся интернету. При этом PaperVPN не хранит данные пользователей, не отслеживает трафик и дает подписку на неограниченное число устройств, которое можно делиться с друзьями. Цена невысокая. Месячная подписка стоит всего 200 рублей. Длительная подписка еще выгоднее. Например, при оплате подписки на 2 года месяц будет стоить уже 75 рублей. Вечный тариф обойдется всего в 5000. По промокоду КАЦ можно оформить любую подписку, кроме вечной, со скидкой в 10%. Деньги пойдут на зарплаты сотрудников «Бумаги». Так что покупайте подписку на PaperVPN и поддерживайте независимую журналистику. Продолжим. Итак, все гадали, чем же закончится рост населения. Многие ждали беды, но вышло иначе. Индустриализация привела к урбанизации. Переход от традиционного общества к индустриальному изменил очень многое. Теперь один заводской рабочий производил столько же, сколько раньше целая деревня, а инженер – как несколько деревень. Ресурсы стали увеличиваться намного быстрее, чем росло количество жителей. Однако дело было не только в этом.
переход от традиционного общества к индустриальному постепенно изменил и стратегии планирования семьи. Заводские рабочие, у которых на всю семью могла быть одна комната, со временем предпочли растить меньше детей. В это же время растущая экономика, нуждаясь во все большем количестве рабочей силы, начала втягивать женщин в наемный труд. Они стали получать образование и делать карьеру. Рождаемость начала снижаться. Это называется второй демографический переход. Его прошло не каждое государство. Где-то второй демографический переход закончился 100 лет назад, а где-то сейчас даже пройден только первый, но это скорее в странах Африки. Но в общем, рост популяции Homo sapiens на Земле стабилизировался. Он пока еще положительный, население Земли растет, но уже не такими темпами, и рост этот замедляется. Условия для возникновения мальтузианской ловушки перестали выполняться в подавляющем большинстве социумов. Теперь вернемся к России. Риторика властей местами до боли напоминает рассуждения Мальтуса. Может быть, у нас тоже все эти переходы еще не случились? Однако нет. В течение 20 века в России шли те же самые процессы, что и в европейских странах. Чуть с запозданием, но шли. К концу прошлого столетия мы завершили и первый, и второй демографический переход. Перед Россией давно не стоит проблема избытка людей. У нас образованное городское население, которое в основном семью планирует и не торопится заводить детей. Мы живем дольше, хотя и не так долго, как должны были бы. И до пандемии численность россиян постепенно сокращалась из-за снижения рождаемости. Это мы еще не учитываем жертв пандемии и войны, а также миграцию населения. Раз нас становится меньше, казалось бы, каждый из нас должен быть особенно ценным. В каждого россиянина вложены огромные ресурсы, в том числе государственные. Если бы мы жили в 18 веке сейчас, то как минимум половина из нас не дожила бы до совершеннолетия. Я бы, например, еще 15 лет назад умер бы, когда у меня аппендицит случился. Однако нам повезло, мы живем в другое время. И кроме прочего, на наше лечение, воспитание и обучение были потрачены очень серьезные ресурсы. Мы освоили профессии, стали учителями, стоматологами, айтишниками, парикмахерами и нейрохирургами. Мы встроены в экономику, мы генерируем доход и отчисляем в бюджет налоги. Нас трудно заменить, и совершенно невозможно заменить быстро. Но есть такое ощущение, что власть к нам относится так, будто на дворе все еще 18 век. Будто чиновники читают Мальтуса и согласно кивают. Типа, ну да, вся беда в этом, слишком много людей, лишние рты. Куда бы их приспособить, чтобы пользу обществу приносили? Может, на фронт их отправим? Пускай территории нам отвоюют. Это такая средневековая логика. Возможно, все дело в том, что мальтузианский нарратив хорошо ложится на консервативную риторику российской власти с ее иерархичностью, привилегиями одних слоев общества за счет других, запредельным по современным меркам уровнем неравенства. Теория Мальтуса также позволяет относиться к людям как к расходному материалу. А почему нет? Мол, они же все равно умрут. Не лучше ли потратить их с пользой, пока они не попали под машину или не спились? Власти выгодно убеждать наших сограждан, что они не ценны, что они заменимы, что законы природы против них. Ничего не поделаешь, никто в этом не виноват, ресурсов на всех не хватит. Боливару не снести двоих. За громкими лозунгами, дескать, своих не бросаем, мы отчетливо слышим настоящий посыл. Меньше народу, больше кислороду. Для обслуживания трубы хватит 1 миллиона. Пропаганда поддерживает в нас смутное чувство, что мы тут лишние. Что родине якобы нужнее солдаты на бессмысленной войне, а не айтишники, инженеры, автослесари или учителя, каждый из которых годами нарабатывал свою квалификацию. Как будто мы доиндустриальное общество, застрявшее в мальтузианской ловушке, причем в самой тяжелой ее фазе, когда достигнут потолок ресурсной базы. И теперь война, бедность и эпидемии делают с нами то же, что всегда делала эволюция с зайками, которым не хватало лужаек. Для этого ведь не надо 4 института заканчивать. Мы интуитивно чувствуем, каковы наши перспективы в социуме. Позволяет ли нам среда развиваться или манипулирует нами, чтобы сделать из нас горстку юнитов для прохождения уровня в компьютерной игре. Да, это выстраиваемая пропаганда и иллюзия, но она очень убедительна. В этой парадигме кажется логичным и военное вторжение в соседнюю страну, и уничтожение десятков тысяч людей. Оно даже может внушать такую извращенную и жуткую надежду кому-то. Мол, каких людей станет меньше, там, не знаю, может, маргиналов, раз зэков на фронт отправили.
Да и вообще по Мальтусу ведь после войн и депопуляции всегда наступал период роста и благополучия. А значит, тем, кто выживет и приспособится, будет полегче. А пока, в ожидании, когда наступит это дивное время, можно с пользой потратить еще немного лишних ртов. С этой точки зрения умереть за деньги не такая уж и плохая затея получается. Поменять лишнее на ценное вполне в логике нынешней пропаганды. И Путин об этом иногда говорит. Мол, хорошо, что ваш муж или сын погиб в бою, а то спиться бы мог. Мы уже не первый раз видим, что власть живет где-то в прошлом и с помощью пропаганды тянет туда народ. Пропаганда не просто убедила людей, что они в мальтузианской ловушке. Она им эту ловушку буквально создала. Наши граждане действительно живут небогато. Им транслируется, будто их жизни ничего не стоят, а их голос и мнение не важны. Но наше положение опаснее, чем было бы, будь мы и правда в доиндустриальном обществе. Потому что в какие иллюзии нас не заводи, мы уже не сможем воспользоваться преимуществами, которые открываются, когда завершится низкая фаза, когда по Мальтусу настанет время роста благосостояния. Потому что даже если абстрагироваться от всякой этики и морали, представить себя Путиным, например, и считать людей, которых мы теряем сейчас, всего лишь заменимыми единицами, то мы в этом смысле совсем не энергичные бактерии, которые размножаются на перегонки, чтобы заселить только что открытый пакет молока. На то, чтобы вырастить нового современного человека, недостаточно кормовой базы или ресурсов с захваченных территорий. Хотя и ресурсов там никаких нет, но это другой разговор. Чтобы вырастить современного человека, нужны медицина, образование, социальная помощь. Все то, что когда-то сопровождало выход из мальтузианской ловушки. Происходящее горько и отвратительно. Нам повезло родиться в мире, в котором выигрышная стратегия не конкуренция, а сотрудничество. Где идеи гуманизма не идеалистическая блажь, а рациональная позиция. Где ресурсов много, но самый важный из них – люди. Однако нам вместо этого подсовывают давно устаревшие идеи, заставляя наших граждан менять самое ценное, что у них есть – жизнь, на фантики. До завтра.